Всем привет! Меня зовут Алина Федорова, и если вы впервые смотрите мои видео, не забудьте подписаться на мой канал. Я стараюсь делать свои видео максимально информативными, вдохновляющими, мотивационными, поэтому я уверена, каждый из вас для себя найдет что-то полезное и интересное. А также ссылку на свой инстаграм я оставлю внизу под видео. Там вы сможете немножко больше узнать о моей жизни в Америке. Там фотографии с моих съемок и с повседневной жизни. Поэтому, ребят, добро пожаловать! Начало Нового года — это прекрасный период времени, когда большинство людей морально готовы к переменам в их жизни. Конечно же, положительным переменам и, возможно, даже очень глобальным. Я думаю, что многие из вас уже составили список целей на этот год. Возможно, вы хотите начать питаться правильно, заниматься спортом, открыть свой бизнес, либо что-то еще. И сегодняшнее видео поможет вам создать еще одну цель, которая очень важная и которая повлияет абсолютно на все сферы вашей жизни и сделает вашу жизнь гораздо лучше. Мы с вами будем говорить о том, как избавиться от негатива, который присутствует в той или иной степени в наших жизнях, который выбивает нас из привычной колеи и который не дает нам чувствовать себя счастливыми. Негатив, он повсюду, если так посудить. С чего начинается день большинства людей? Нужно себя рано утром поднять с постели. Никто это не любит, потому что чувствует себя уставшими, подавленными, и одна мысль о том, что нужно куда-то ехать, на работу, на учебу, где вы встретитесь там со злым начальником, учителем, преподавателем, который раздражает, конечно же, настроение это не прибавляет. Потом какие-то проблемы дома, неудовлетворенность финансовым положением, либо тем, как вы выглядите. А если включить телевизор, кажется, что просто вообще какой-то сплошной апокалипсис, потому что там показывают войны, стихийные бедствия, нищету и вообще как все ужасно. И иногда просто может показаться, что вся наша жизнь состоит из каких-то сплошных проблем и страданий. И я думаю, что многие из вас замечали, что разговоры с друзьями и родственниками просто превращаются в сплошные жалобы на свою жизнь, о том, как все плохо. Причем для некоторых людей говорить о чем-то плохом, жаловаться, это стало просто в порядке вещей. Наоборот, говорить о чем-то положительном, о каких-то целях, мечтах, идеях, там, я не знаю, новых приобретениях, наоборот, считается чем-то неприемлемым, потому что, мол, позавидуют, либо как-то люди неправильно воспримут, потому что реально ж некоторые люди воспринимают чуть ли не хвастовством, когда ты просто рассказываешь о чем-то хорошем, что у тебя произошло в твоей жизни. Это вообще не нормально, на мой взгляд. Некоторые даже оперируют, мол, выражением «счастье любит тишину». Счастье, оказывается, нужно прятать. Ни в коем случае счастьем нельзя поделиться с другими. Зато порция негатива, поделиться с ближним своим, это абсолютно нормально, и перенять негатив от другого. Я вообще в шоке, до чего мы дожили, и это точно не норма. Если вы хоть немного сталкивались с таким, мои советы помогут вам качественно изменить свою жизнь, избавиться от негатива и научиться видеть только положительное во всем. Для кого-то стакан наполовину полон, для кого-то наполовину пуст. Кто-то наслаждается дождем, а кто-то просто мокнет под ним. Кто-то видит в луже грязь, а кто-то отражающиеся в ней звезды. Это такие красивые, но банальные фразы, которые вы наверняка все знаете, которые вы видели в новостной ленте, там, ВКонтакте, но на самом деле только единицы реально понимают и осознают эти выражения. Пытаться изменить мир — это то же самое, что бороться с ветряными мельницами. Невозможно искоренить негатив, зло, потому что без зла бы мы не знали, что такое добро. Это две половины одного целого. Конечно же, можно углубиться в философию, но я думаю, вы понимаете, о чем я. Но что же можно сделать для того, чтобы стать счастливыми, для того, чтобы быть в гармонии с собой и своими мыслями? Можно изменить себя, потому что нам под силу изменить свое мышление, изменить восприятие окружающего мира, изменить отношение к людям, к негативу, к каким-то событиям, проявить гибкость мышления и научиться видеть то, чего мы раньше не замечали, и наоборот перестать видеть то, что нам не нужно. Я приведу вам несколько примеров и расскажу вам способы, как избавиться от негатива раз и навсегда. Очень часто в новостях нам рассказывают о плохих происшествиях, там, о каких-то кражах, убийствах. И, конечно же, просмотр этого нам обеспечивает плохое настроение, подавленность, деструктивность. И еще есть такая плохая привычка у людей, они любят рассказывать об этом там, друзьям, родственникам. И потом люди просто вместе сидят и разглагольствуют о том, какой мир этот ужасен, и просто варятся в этом негативе. Но есть и другой сценарий, как бы это могло быть. Вы можете просто выбрать какую-то положительную передачу, что-то, то, что вас смотивирует, как-то вдохновит, либо просто рассмешит, либо это может быть какая-то музыка классная, которая вам поднимет настроение. Я уверена, что это может придать вам больше положительных эмоций, энергии, которые вы можете использовать потом для того, чтобы в течение дня сделать для себя что-то полезное, либо для окружающих, и ваш день может пройти очень даже в положительном, продуктивном ключе. У человека всегда есть выбор между позитивом и негативом, причем человек делает этот выбор каждый день, делает это по множеству раз, и из вот этих вот моментов и состоит вся наша жизнь. И все зависит от того только, что мы впускаем в свою жизнь, либо то, либо другое. Это все тоже дело привычки, потому что человек
может, просто привык, он уже наполнять себя вот негативом, ему это уже просто нужно. Но все это все в голове, и все идет от осознанности, и только мы себе скажем: стоп, 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 нет, я не хочу впитывать в себя вот эти отрицательные эмоции, я хочу выбирать позитив, я хочу быть счастливым, и что-то там происходит, что-то меняется, и вы меняетесь, ваша жизнь меняется, просто нужно этого захотеть. Возможно, некоторые из вас скажут о том: а как же сочувствие, как можно делать вид, что все хорошо, если это не так, если реально происходит много ужасных вещей в этом мире, как же можно оставаться в сторонке. Да, ребят, по этой причине многие люди посвящают всю свою жизнь тому, чтобы помогать другим. По этой причине они становятся докторами, пожарными, социальными работниками. Некоторые посвящают всю свою жизнь тому, чтобы найти какое-то лекарство от болезней. И, конечно же, помощь другим — это хорошо. Можно заниматься благотворительностью, можно посещать детские дома, приюты для животных. Но как же происходит обычно? Большинство людей просто любят пообсуждать ужас этой жизни за обеденным столом с родственниками, при этом не имея никакого намерения помогать другим, либо просто не имея возможности помочь кому-то. Так зачем же это нужно? Потому что все разговоры просто заканчиваются испорченным настроением себе и окружающим. Если вы хотите быть в гармонии с собой, хотите быть счастливыми и не акцентировать свое внимание на каких-то негативных моментах, просто выработайте у себя привычку не смотреть, не узнавать о плохих новостях и не обсуждать это с другими людьми. Также не позволяйте другим людям ввязывать вас в подобные разговоры. Даже если вы общаетесь с близким человеком, не стесняйтесь сказать ему, что вам неприятна эта тема разговора, что вам она портит настроение, либо попытайтесь перевести тему на какую-то более положительную. Я думаю, каждому из вас мама в детстве говорила: не бери это близко к сердцу, от стресса все болезни. Это еще одна истина, которую почему-то мы всерьез не воспринимаем. Но все негативные мысли порождают негативные эмоции, и потом они впоследствии сказываются плохо на нашем здоровье, потому что это все перерастает в какие-то депрессии, в какие-то неврозы, тревоги, апатии. И, конечно же, все это влияет не только на психологическое здоровье, а также и на физическое здоровье. Когда у вас зарождаются негативные мысли, если вас что-то раздражает, что-то выводит из состояния равновесия, кто-то пытается задеть, каждый раз задавайте себе вопрос: а это действительно стоит моего эмоционального, психологического здоровья, моего физического здоровья, моей внешности? Каждый раз, когда кто-то вас провоцирует на негативные эмоции, переживания, просто включите эгоиста и скажите самому себе: я осознаю, что негатив меня разрушает, и я не буду ему поддаваться. Потому что помните о том, что вы сами себе навредите гораздо больше, чем даже сделает ваш обидчик. Любую обиду всегда нужно отпускать очень быстро, всегда нужно прощать, и делать это нужно не потому, что вы все прощающие ангелы. Нет. Все гораздо прозаичнее, потому что наши обиды влияют в большей степени больше на нас, мы сами себя съедаем, мы сами себе портим нервы. И, конечно же, когда мы это отпускаем, мы просто становимся свободнее, и таким образом мы сохраняем свое психологическое здоровье. Поэтому в первую очередь просто думайте о себе. Понимаете, часто у людей такое заблуждение было: а если я буду злиться, а если я буду держать в себе вот эту вот ненависть, негатив, и таким образом будет хуже вашему обидчику либо объекту вашего негатива? Нет, ребят, на самом деле не так. Вы больше всего пострадаете от своего негатива. Помните всегда об этом, поэтому нужно очень легко, свободно это отпускать. Вся наша жизнь состоит из моментов, хороших и не очень, со взлетов и падений, с горя и радости. Научитесь концентрировать свое внимание на хороших вещах, а не наоборот. Научитесь подмечать какие-то приятные мелочи в вашей жизни, например, вкусный чай или кофе, солнечную погоду, встречи с друзьями, наличие человека в вашей жизни, который заботится о вас. Вы должны научиться ценить то хорошее, что есть в вашей жизни. Если вам кажется, что у вас так все плохо, что хуже просто быть не может, поверьте, ребят, что всегда может быть хуже. Лучше не нужно испытывать судьбу, потому что часто бывает так, что жизнь отнимает что-то у людей для того, чтобы они осознали ценность этому. И если вы не хотите притянуть какие-то плохие вещи в свою жизнь, просто будьте благодарны за то, что у вас есть в данный момент. Лично у меня есть такая привычка: каждое утро я благодарю Вселенную за то, что есть в моей жизни. Я просто перечисляю все самое важное, то, что делает меня счастливой, и самое главное. Я просто радуюсь этому, я напоминаю себе, что я имею, почему я счастлива. И есть такая закономерность, что когда вы только жалуетесь и все время акцентируете свое внимание на то, чего у вас нет, у вас ничего и не прибавится, ничего лучше не станет. И только в тот момент, когда вы научитесь ценить то, что вам дано сейчас, вам все будет, вам придет все то, чего вам не хватает. И я не знаю, по какому принципу это работает, но это работает. И поэтому возьмите себе на заметку. Любую плохую привычку можно заменить хорошей. Так же самое с мыслями.
мыслями можно себя просто приучить мыслить позитивно, и можно заменить негативные мысли позитивными. Просто нужно какое-то время, нужно включить осознанность и каждый раз просто наблюдать за своими мыслями. Как только у вас рождается что-то, какая-то плохая мысль, какой-то негатив в голове, тут же акцентируйте свое внимание на этом, просто подмечайте это и старайтесь либо как-то отбросить это, либо заменить это чем-то позитивным. Возможно, у вас получаться сразу не так хорошо будет, потому что нужно какое-то время для того, чтобы выработать в себе эту привычку. Когда вы будете работать над этим, у вас будет получаться все лучше и лучше, и вы заметите, что вы мыслите иначе, что вы станете гораздо позитивнее, и, конечно же, вы станете счастливее от этого. Этот мир можно описать как в самых красивых, ярких красках, так и в самых темных и ужасных. Разные люди могут описать один и тот же предмет абсолютно по-разному, рассказать о каком-то происшествии тоже в абсолютно разной интерпретации, и каждый из них будет по-своему прав. Это говорит о том, что мы сами создаем в себе наши реалии. Нашу реальность формирует наше мировоззрение, то есть каждый человек видит все под своим субъективным углом. И поэтому, если мы сможем изменить что-то в своей голове, если мы сможем изменить этот угол, наше направление, ход наших мыслей, наша жизнь, наша реальность полностью изменится. И это абсолютно не сказка, никаких чудес нет. Это все возможности, которые есть в нашей голове. И только небольшая работа над собой, как это мы говорим, саморазвитие, может помочь нам реально стать счастливыми людьми. Представьте, что у каждого человека внутри есть переключатель, который можно поставить в режим счастливый либо несчастный. И никто извне, кроме вас, не может повлиять на этот переключатель. Только вы решаете, какой режим поставить. Вам нужно только научиться контролировать свои мысли, следить за ними не менее тщательно, чем вы следите за своим внешним видом. И тогда ваш режим будет всегда только в состоянии счастья. Именно этого я вам желаю в этом году. Я очень надеюсь, что вам видео понравилось. Если да, ставьте лайк, а мы с вами скоро увидимся. Всем пока!